Всем привет! В декабре ожидается борьба двух титанов, можно сказать. Компания Xiaomi и Lenovo будет решать между собой, кто первым выпустит смартфон на платформе Snapdragon 898. У Xiaomi это будет Xiaomi 12. Безусловно, мы получим очень производительный, а также революционный гаджет, который сможет запросто конкурировать с такими гигантами индустрии, как Samsung, Apple, а также Sony. У Lenovo это будет Moto Edge X. Стоит отметить, что на этот гаджет компания Lenovo делает основной свой упор. Ведь достаточно давно компания не заявляла о себе. Как мы помним, в свое время Lenovo Z5 Pro GT стал первым в мире смартфоном на базе однокристальной системы Snapdragon 855. Motorola Edge S стал первой в мире моделью на Snapdragon 870. Так что все возможно, что именно Moto Edge X станет первый смартфон на платформе Snapdragon 898. Скажу сразу, ждать осталось недолго, ведь он на днях засветился в базе Tena с достаточно подробными характеристиками и живыми фото, что немаловажно. Итак, основные фишки смартфона Moto Edge X — это OLED-экран диагональю 6,67 дюйма, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898, главный сенсор основной камеры OmniVision OV50A разрешением 50 мегапикселей, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт. А также, что интересно, фронтальная камера на 60 мегапикселей. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! В базе данных смартфон Moto Edge X проходит под каталожным номером XT2201.2. А вот в Европе эта модель по предварительным данным выйдет под названием Moto Edge 30 Ultra. Смартфон получит отличный, на мой взгляд, экран диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+. Выполненный он по технологии, конечно же, OLED. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселей и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережение, а также идеальный черный цвет — это основные преимущества, как мы знаем, OLED-матрицы. Это все, конечно же, хорошо, но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон Moto Edge X будет стоить 800 евро. Плюс-минус. Давайте посмотрим конкурент. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог. 800 евро — это плюс-минус 66 тысяч рублей. Благо, тут есть достаточно неплохой подбор по параметрам. До 70к возьмем. Пожалуйста, 34 модели. Но мы-то знаем, что Moto Edge X в максимальной конфигурации имеет 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт своей флеш-памяти. Только всего лишь два смартфона. Asus ROG Phone 3 и Samsung Galaxy Note 10 Plus. Но Samsung мы не берем, это старичок. То есть основной конкурент Moto Edge X в топовой конфигурации — это Asus ROG Phone 3. Благо, у него характеристики достаточно неплохие. Это именно игровой смартфон. Также хочу напомнить, что есть отзывы, и прочитав их, вы можете для себя что-то отметить у данного смартфона. А если у вас остались вопросы, можете задавать их в обсуждении. Вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. В основе аппаратной платформы лежит Qualcomm Snapdragon 898. Процессор производится с использованием 4-нанометрового производственного процесса Samsung. Кроме того, в этой однокристальной системе используется трехкластерная архитектура 1+3+4. Частота ядра Cortex-X2 составляет 3,0. 3 ядра работают на частоте 2,5 ГГц, а энергоэффективные ядра работают с частотой 1,79 ГГц. В качестве графического процессора выступает Adreno 730. Если Qualcomm будет следовать своему ежегодному графику, то Snapdragon 898 представит на саммите Qualcomm в декабре этого года. Оперативная память будет 6, 8, 12 или даже 16 гигабайт. Своей флеш-памяти 64, 128, 250
256 или целых 512 гигабайт. Особенностью Moto Edge X стала, конечно же, фронтальная камера. Она будет иметь целых 60 мегапикселей, что в наше время является большой редкостью. Ну и как-то звучит по-необычному. Посмотрим, что сможет предоставить данная фронтальная камера. Также стоит отметить, что в системе основной камеры будет 3 датчика. Основной OmniVision OV50A разрешением 50 мегапикселей с широкоугольным объективом, 50 мегапиксельный Samsung со сверхширокоугольным объективом и 2 мегапиксельный для анализа глубинной сцены. Напоминаю, OmniVision OV50A это первое изделие компании-производителя со 100% покрытием фазовой автофокусировки. Новинка ориентирована на камеры флагманских смартфонов и устройств так называемого класса высокий класс. Реализована технология QPD, благодаря которой фазовая автофокусировка охватывает всю площадь сенсора. Для сравнения, у других схожих решений этот показатель составляет только 3-6%. Поддерживается запись видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду, а также в форматах 1080 и 720p со скоростью 240 и 480 кадров в секунду соответственно. Смартфон получит аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. В качестве операционной системы выступила, конечно же, Android 11. Габариты и масса модели 163 на 75 на 8,4 мм. Вес 200 грамм. Также стоит отметить, что совсем недавно появились живые фото и характеристики смартфона Moto Edge S30. Это младший брат Moto Edge X. Ну что же, ребята, я очень рад, что все-таки Motorola с каждым годом выпускает свои смартфоны. Несколько лет назад я вообще думал, что такая компания вообще перестанет существовать. Но нет, пожалуйста, с каждым годом мы получаем все лучше и лучше флагманы. С какими-то фишками, наворотами и так далее, что является очень большим плюсом. Также вы должны понимать, что сейчас очень важно, кто получит вот эту вот платформу Snapdragon 898. Xiaomi 12 или Moto Edge X. От этого зависят продажи, потому что люди все-таки купят смартфон, у которого вот этот процессор является сердцем. И он действительно будет крутой. Но самое главное, какой процессор мы получим, энергоэффективный или нет, потому что 888 дракон себя показывает не слишком хорошо. Он нагревает смартфон до ужасных температур. Также есть всяческие проблемы с энергопотреблением. Но посмотрим. Вот такой смартфон получился у компании Motorola. На мой взгляд, очень и очень хорошее решение. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.